Всем привет, друзья! Всем привет! Мы просто немножечко в шоке. Вы видите, да? Вокруг нас везде снег, но мы по-прежнему находимся в Германии. Нашли по карте неплохое место. Здесь такой здоровенный кемпинг. Сюда приезжают на домиках на колесах отдыхать. И посмотрите, вот такое вот прикольное побережье. Сейчас мы будем к нему подходить. И мы буквально двинулись чуть-чуть северней. Где-то 2 часа от нашего дома, 2,5. И представляете, сколько тут снега. А у нас, где мы живем, нету совершенно снега. И мы не знаем, как мы сейчас будем искать, потому что мы решили заняться здесь поиском именно по пляжику. Взяли с собой 2 металлоискателя, но подъезжая, поняли, что, наверное, хватит и одного. Попробуем с одним. Да, сначала. попробуем вначале с одним, потому что, друзья, я с собой брал и скуп тоже, но сейчас я покажу, почему мы взяли только один металлодетектор. Вы посмотрите, друзья, это лед. Здесь вот тоже написано, что купание на свой страх и риск. Во-первых, замерзший все. Это просто жесть. Посмотрите, здесь все так красивенько сделано, окультурено. Детская площадка в виде такого здоровенного корабля. Очень классно. И посмотрите, лед. Друзья, это лед. В этом году я первый раз вижу лед. И это какой-то просто прикол. Так, аккуратно только. Смотри, ну видно следы, как будто бы заходили. Твердый. Блин, он твердый. Так, может, слушай, аккуратно, не заходи далеко. Хрустит. Слушайте, посмотрите. Он даже сильно прям твердый. Слушай, ну как классно. Слушай, ну Это классно. зимняя сказка. Ты прям катаешься на льду. Да. Представляете, друзья, куда мы попали? Мы, главное, Миленку дома оставили, потому что у нее сопельки немножечко подхворало. Пусть греется. Ну и хорошо, что оставили, потому что вы посмотрите, куда мы приехали. А я хотел со скубом походить. Как я тут похожу со скубом? Точно не вариант. Поэтому взяли вот мантикор. Сейчас вот здесь вот немножечко походим, погуляем. Не знаю, может что-то найдем. Здесь, видите, была волейбольная площадка. В прошлом видео мы нашли на волейбольной площадке серебряное кольцо. Потому что, как я уже еще раз напоминаю, что очень актуальные места. Это детские площадки, волейбольные площадочки. В принципе, все побережья. Ох, посмотрите, просто красота. Здесь по-любому, я уверен, что если до нас никто не был, будут и ходячки натерянные. Так что все, друзья, тогда быстренько разбираем металлодетектор и приступаем к поиску. Погнали! Ну что, друзья, первый сигнал. 30-31. Давайте будем смотреть вместе, что у нас тут. Да уж, конечно, погода пипец. Такую погоду мы не рассчитывали совершенно. Очень трудно. Ну-ка, давай еще раз посмотри, где. Промахиваюсь, где-то здесь. Во. Давай нам в такую погоду. Я вижу что-то. О, тихо. Обычно. Язычок от банки. Друзья, сегодня будем очень мало здесь копать, поэтому показываем все сигналы. И первый сигнал — это язычок от банки. Давай 5. Как говорится, расчехлились. Все, продолжаем дальше. Посмотрите, начали мы с детской площадки, потому что самое перспективное место. Но первый сигнальчик не особо. Смотри, снег. Вот это да, а? Вот Миленка бы сейчас радовалась бы. Она любит снег. Вот такой вот коп у нас, друзья. Уху! Зимний. Пока что ни одного нормального сигнала и ни одной нормальной находки. Даже ни одной монетки, друзья. Все выбито, посмотрите. Полностью. Просто облом. Слушай, протяни свою руку, где у тебя кольца. Я хочу посмотреть, он работает-то хоть? Работает. Я уже начал сомневаться, что аппарат не работает. Очень выбито, друзья.
очень выбита. Опа! Друзья, есть! И это монетный сигнал. Так, ну что, смотрим. Смотри, где-то вот здесь. Красота, смотри, не тронута. Так. О, здесь помягче. О! Вот здесь. Так, ну что? О, глубже, тверже опять. Сейчас найдем, друзья, что это такое. О! Так, где-то здесь. Вот здесь. Опа, друзья, монетка. И у нас первая монетка 20 евроцентов. Ну вот, пожалуйста, онлайн. Первая находка есть. Кладем ее в хабарницу. И погнали дальше. Смотрите, друзья, что мне попалось. Это прикол просто. Вы видите, что это такое? Это флешка, друзья. Это 100% флешка. Я знаю такие флешки. Вот здесь вот она открывается. Вот здесь. Ну, конечно, она будет замерзшая вся. Дома приедем, откроем. И уже, если что-то, какая-то информация будет, ну, конечно, не секретная, то мы вставим и расскажем, что здесь было. Ну вот, смотрите, пожалуйста, вторая находка. Флешка. Руки уже каменеют. Ну, хорошо, у нас с собой термос, чай. Будем отогреваться. Все, идем дальше искать. Так, друзья, 70, 72 сигнал. Иди, покажи, сколько сигналит. Смотри. Даже в 70 закидывает. Так, смотрим. Может, что-то интересное. Ну, хоть бы что-то интересное. Ух ты. Не простреливает. Опа. Опа, смотри, вот, походу. Да. Двойка? Нет, однерка. Однерочка, друзья. Еврик онлайн. Ну, сегодня будем почаще записывать видео, потому что сигналов мало. Даже и монетки будем показывать. Еврик. Идем дальше. Сейчас найду сигнальчик прям через лед. Тун-тун, ту-ду-дун-дун, ту-ду-дун-дун. О! Есть бур. Пешню с собой не брали? О, смотрите, друзья, рыбки. Вон еще одна, маленькие рыбешки. Вот это да. Ух, трескает, аккуратно, аккуратно. Может и провалиться можно. Алло. Так, друзья, ювелирочка. Мы уже не рассчитывали сегодня на это. Посмотрите. Вот такой слабенький опять сигнал. Видно? Да, 23. Ну и смотрите, друзья, какой-то бантичек я уже вижу. Приближай. Смотрите, какой-то бантичек, друзья. Вы видите это? Да, бантик. Слушай, подвеска. Посмотри, не золото. Дай я перчатку сниму. Слушай, тут можно и перчатку снять, я думаю. Ты видишь? Нету пробы. Тут не видно. А тут? Вот, смотри, ушко изношено. Видишь как? С этой стороны, да, видишь? Вон. Очень долго носили, значит. Слушай, а вдруг золото? Ну, выглядит чисто как золото. Надо проверять. Ну, я не знаю даже, что сейчас и сказать, потому что мне выглядит как золото и по весу. И коррозии вроде бы, да, не это самое. Покажи еще. И коррозии вроде бы нету. Или есть? Не, я не вижу. Ладненько, друзья, это очень интересненький момент. Очень, у меня уже губы, как после этого, после погружения. Хорошая находка, какой-то бантик. Надеемся, что золото. Но вы уже 100% будете знать, потому что я предложу информацию, сходим, узнаем у ювелира. Двигаемся дальше.
Ну что, друзья, нормальных находок нет, хоть детских каких-то поищем. Только подошли к лазилке, посмотрите. Что-то уже есть, что-то у нас уже виднеется, что-то детское. Какой-то брелочек, да? Какой-то тут, смотрите, ангелок, друзья, ангелочек. Красивенький, да? Вот такая вот детская штучка. Хорошо, да, видно? Ну вот. Хоть такие сегодня находочки, друзья. Ничего не поделаешь. Зато в зиме побываем. Ну что, уже ходим где-то минут 45, чуть меньше часа. Пока что только флешка, бабочка и, пожалуйста, ангелочек. Продолжаем дальше. Так, друзья, в общем, решили, что не будем здесь тратить время. Находок очень мало, берег выбитый. Нашли какую-то бабочку, флешку, ангелочка детского в районе 8 евро ходячками. И все. 1,5 часа проходили вот так вот. Ну, зато красивое место такое, довольно-таки побывали на новом месте. Плюс побывали в зиме неожиданно. Потому что, говорю, еще раз повторяюсь, там, где мы живем, там снега вообще нету. А здесь, посмотрите, ну что это, можно даже делать снеговиков, снежных баб лепить. Так что все, идем в машину, попьем горяченького чайку, немножко согреемся и будем двигаться в нашу сторону. И там уже где-нибудь остановимся на каком-нибудь побережье и продолжим наш коп. Так что не переключайтесь, оставайтесь с нами. И мы надеемся, что еще что-нибудь сегодня нам удастся найти. Да? Да. Все, погнали, друзья. Друзья, наша реакция на снег не случайна. Ведь большую часть жизни мы провели в странах, где снег – большая редкость. Поэтому, проезжая мимо этих заснеженных полей, мы не могли не остановиться и не оставить свой след. Ну что, друзья, буквально 2 часами позже, и посмотрите, вуаля, мы опять приехали в осень. Вот такое красивое побережье. Не успели мы зайти, как я уже вижу, зажигалочка. Вот здесь где-то я видел пробки, вон везде раскиданы. Всякие язычки, вон, от банок, посмотрите, алюминиевые. А о чем это говорит? А это говорит о том, или здесь до нас никто не был, или же здесь до нас были те люди, которые разбрасывают и за собой не убирают мусор. Одно из двух. Но мы будем надеяться, что до нас тут никто не был. Кстати, взяли скубик с собой. Я похожу по водичке. Ох, тут вода прозрачная, между прочим. Посмотрите. Я уже прям издалека вижу, что прозрак хороший. О! И, между прочим, глубина не сразу. Я могу аж вот до сюда дойти. Ну, слушай, прикольно. Все, давай. Начинаем наш поиск, друзья. $43-44, но это монетный сигнал. Как же мне сейчас одному? Жена ходит далеко. Ладно. Так, сейчас я замечу. Вот здесь. Так, я смотрю туда. Сейчас. Вот здесь вот где-то прям. Хопа. Запасиком так возьму сразу. Хопа. Сейчас посмотрим, есть или нету. Так. Опа, друзья, взял. Зачет. Одной рукой. И снимаю. Ну и... Опа, друзья. Есть контакт. Я вижу, что это монетка. Есть контакт. Ох, и сразу большая двоечка. Представляете, какое у нас начало?
2 евро сразу. Круто. Ну вот, смотрите, не зря приехали сюда. Первая находка и сразу же 2 евро. Все, а всего лишь прошел здесь сколько? Вот отсюда начал, брык-брык-брык-брык, пару пробок, и вот, пожалуйста, 2 евро. А еще смотрите, сколько идти. Все, идем дальше. Иду к жене, говорит, снимай. Смотри, что я нашла. Машинку? Машинку откопалась. Ты меня позвала из-за машинки? Ну чё? Смотри, какая крутая. Друзья, автомобиль. Ну да, слушай, машинка непростая. Гоночная машинка. Это ты меня позвала из-за автомобиля, да? Конечно. Ты мне, это такой намек, чтобы я тебе новую машину купил. Посмотри, полиц. Слушай, полиц опять. Помнишь, ты... Нам, если попадаются машинки, то всегда полиц. Друзья, ну ладно, тогда скажу еще раз. Вот если будут нам попадаться по пути преграды с полицейскими, да, машинами, то пусть лучше вот с такими, да? Да. С игрушечными, с ненастоящими. Все, ну ладненько. Какая находка есть, такая есть. Зачет. Так, друзья, у меня включение. Жду жену. Но походу серебро. Сигнал был серебряный. И посмотрите, что у меня в скубе. О, я Ты вижу. видишь? Да. Ух ты. Еще не смотрел, друзья. Ох, ну конечно, серебро. Посмотрите, камушек выпавший. Но, блин, это 100% серебро. 100%. Ну вот, друзья, не впуст. Ох, смотри, еще камушек. Ух ты, Здесь да. главная дырка. Здесь главная дырка, а снизу еще камушек, видишь? Угу. Ну и по-любому там пробы должны быть. Почистим и фоточки приложим. Но Отлично. серебро, друзья. Вот и не зря. Пожалуйста, целый день мы сегодня в пути. Уже и в зиме побывали, и в осени побывали, и в дороге везде побывали. И, пожалуйста, первое серебро есть. Зачет. Могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, что-то интересное. Здоровенная шайба, видите? Здоровенная монета. И, по-моему, это не евро. Да, что-то интересное. Посмотрите, медведь. Медведь, 2011 год. Марки Медведь. Марки Медведь написано. Ох, друзья, смотрите. Куна. 5 куна. Республика Хорватска. Вот это да. Ну, точно интересная монета. Таких я еще не копал. Представляешь, 5 куна. Хорватская монета. Круто. Находок много. Ходячки идут и идут. Все, идем дальше. Друзья, у меня включение. Говорю тихо, потому что, посмотрите, вон, люди приехали. Ну и смотрите, если это золото, друзья, то вы видите, что там, какой там камень величины? Смотрим. О, тяжелое золото будет, солнце. Смотри, сердце. В виде сердца. Вон, посмотри, эти пробы. Что там? Надпись какая-то. Пандора. Пандора написано. Точно, смотри. Да. Не фокусируется. Ой, я так уже вижу. Да. Пандора, тихо. Вон человек идет. На, снимай. Друзья, прикиньте. Если это бриллиант, ты представляешь, сколько он стоить будет, такой бриллиант? И еще, посмотри, идут. Но коррозия. Не будет золота 100%. Потому что если бы было бы золото, коррозии бы точно не было. Блин. И радость, и разочарование в одно время. Ну. Но это должно быть тогда серебро, потому что Пандора часто покрывает. Вот таким золотым цветом. Он смотрит сюда прям. Да. Мы тоже интересны. Друзья, представляете, да? Мы объехали целый день сегодня. Побывали и в осени, и в зиме, и вернулись обратно в осень. 45 минут ходим. Ходячки, кстати, идут, потому что, ну, я думаю, что не выбитое место. И посмотрите, серебряное кольцо и второе вот такое вот. Я не знаю, что это, немножко с коррозией, но походу серебро, значит, покрытое. Но Пандора. Отлично. Зачет. Все, идем дальше. На нас уже пялятся. Погнали дальше. Смотрите, друзья, вот так вот иду, и сигнальчик срабатывает. 27 вот такой. Я нагибаюсь, и посмотрите, не пришлось даже копать, вы видите? Какая-то черная монета здоровенная лежит. И что это? Марка, представляете? Вот как такое может быть, а? Вы мне объясните. Как такое может быть, что марка лежит совершенно сверху? Представляешь, прям наверху марка. Как такое может быть?
А, может быть, кто-то копал, посмотрите, яма, и, наверное, выкинул ее сюда. Ну, я только так себе это представляю. Вон еще ямы накопаны. Ну да, только если так. Потому что сюда привозят песок, понимаете? Ну, каждый год на летний сезон. И все равно марка. Интересные моменты. Кладем в хабарницу и пошли. У меня до сих пор руки после Пандоры трясутся. Уже ходим буквально где-то, ну, час 30, полтора часа, да, не больше. Ходячих много. Мы погрузились прям в коп такой, много-много находок, ну, много-много целей и все ходячки. Евро, 2, двадцаточки. Поэтому даже не включаемся. Будем включаться на самых интересных моментах. Погнали. У меня включение. Жена говорит, уже солнце садится, надо отчет снимать. И, пожалуйста, смотрите, вот где-то вот там. Ну, я подозреваю, что колечко. Доставай, вон. Так, вовсе вижу. Тоненькое, видишь? Сигнал был серебряный. Ну и? Ну, по цвету коррозии уже вижу, что серебро. Да, конечно же, серебро. Ну вот, друзья, пожалуйста. Еще одно серебро. Безразмерное колечечко. Пожалуйста. Итого, второе серебряное, а насчет Пандоры непонятно, как там. Зачет 20 минут. И записываем отчет. Погнали. Ну что, друзья, вот и подошел к концу наш сумасшедший такой день. Побывали мы сегодня и в зиме, и обратно вернулись в осень. Удалось нам поискать в 2 местах. Находок было немало. Показываем, что нашли. Так, смотрите, друзья, начинаем с драгматериала. Вот такое вот последнее колечко, последняя находка. Серебряная, 100%, почищу, фотографии приложу. Дальше вот такое вот серебряное кольцо с камушком. Интересное тоже. Почиститься будет красивое. Ну и, конечно, друзья, самая шикарная находка этого выхода. Это вот такая вот Пандора, друзья. Здоровенный камень, красивое тяжелое кольцо. Но вот здесь с коррозией. Поэтому я думаю, что это серебро. Надо в интернете просто набрать и будет там. Я думаю, что это серебро, покрытое золотом. Ну, позолоченное. Но тогда будем считать так. Серебро, серебро, серебро. 3 серебра. Дальше. Это уже на другом месте. На первом. В зиме. Вот это мы так и не знаем. Возможно, золото. Вон там, посмотрите, как ушко поношено было. Стерлось. Кто-то долго носил. Флешка вот такая. Информацию приложим, что там на ней было. Вот на детской площадке ангелочек какой-то. Жена нашла полицейскую машину. Полицай-ауто. Ну и вот всякие разные такие шмурдячки. Так, по монеткам интересным. Вот такая большая монета 5 кун. 5 куна, я не знаю, как правильно говорится. И здесь медведь такой здоровенный. Дальше марочка. Кстати, больше, по-моему, фенингов было. Ну и вот по ходячкам, друзья. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 20. Бензин отбили 100%, друзья. И вот куча шмурдяка. Находились, нагулялись, почистили 2 берега, считаю, доброе дело сделали. Ну и немножечко серебришка нашли. Ну и вот Пандора, конечно, замечательное такое заключение нашего сегодняшнего дня. Будем заканчивать наше такое видео. Кому понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Конечно, не забывайте включить колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видосики. Мы поехали домой. Очень шикарный день провели. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока, друзья.